Разрыв цепи ГРМ задержал наше путешествие всего на одни сутки. Об этом и не только можно посмотреть в предыдущем ролике. А сейчас в наших планах было добраться до городка Дубки и где-нибудь в его окрестностях заночевать. На таком уклоне? Вон еще две ваши. Но в начале по пути мы заехали в раскрученное местечко пещеры Нохьо или Нохо. Так, ходим в первую какую-то пещерку. Вот какой-то ход. Куда это? Ну что, по мостику пойдем? Пойдем, конечно. Пойдем, конечно. Ну пошли, не спускайтесь. Софья. Аттракцион еще тот. Хочешь на тарзанке, хочешь прыгай. Самое безопасное — это пройтись по мостику подвесному. Мия счастлива. Вообще с собаками сюда нельзя. У нас пустили. Сердце не стань. Не. Людей, конечно, море. Несмотря на будний день. Попробовать можно? Ну такое. И очень много людей. Очень много людей. Слушай, мне кажется, вот этот мост, он даже страшнее, чем... Мне вообще не страшно. Не страшно? Короче, в пещере Нахью или Нахью, как они там точно. Ну так. 3,5 балла, наверное, да, по рейтингу? Нет. Может 4? 4,5. Ну не, мне кажется, 4,5 не дотягивает. Мне здесь понравилось, такой пещерный. А так Ну, место вот красивое. один раз посмотреть, наверное, смысл имеется. А кто вот любит экстрим, тому, наверное, понравится больше. Пещеры нас не впечатлили. Едем в Дубки, городок в горах, в живописном месте на краю Сулакского каньона. Решили заглянуть на популярную смотровую площадку. Сюда, на наш взгляд, ехать стоит только за сувенирами. Выбор тут действительно большой. Или покушать. Вид на каньон здесь не самый лучший. Тем более есть масса бесплатных мест, где вы одни сможете насладиться природой. Одно такое место мы нашли в Дубовой роще, не доезжая до Дубков. Свернуть нужно на одном из витков серпантина. Места здесь много, но, судя по мусору, в выходные дни может быть многолюдно. Да, и есть нюансы. Об этом мы узнали чуть позже. Вот, 4-й день, мы добрались до Сулакского каньона. Ночевать будем прямо на его обрыве. Вид у нас, конечно, на кусты. Но место вроде бы такое тихое, спокойное. Вот летают орлы. Над каньоном дымка. Но от этого он не менее красив.
Сегодня ночуем здесь. УАЗик едет, слава богу, пока не ломается. Ночью рядом с нами расположилась мужская компания местных ребят. Отдыхали они вполне прилично, не шумели, пели спокойные песни под аккомпанемент какого-то национального инструмента. Но когда начали стрелять, стало как-то не по себе. А еще в гости могут приходить кабанчики. Утром в роднике набрали воды и отправились покорять пик Гагарина. Уверенности, что мы сможем туда заехать на машине, не было абсолютно. Все зависело от дороги и погоды. А вот по горным деревушкам хочется перемещаться вновь и вновь. Уж очень аутентичные места. Попадаешь в какой-то другой мир. Подъем на гору начался безобидно. Кстати, изгородь такая частенько может быть под напряжением. И открывать ее нужно за ручку с изолятором. Нам такие попадались. Вживую все эти подъемы выглядят куда круче и опаснее. Плюс прямо на подъеме ямы, которые даже УАЗику великоваты. Это было круто. Поднялись сюда на первой передаче, на понижайке. Только так. Очень плохая дорога. И вот такой вот вид. Не зря подымались. И УАЗик здесь. Не каждый сюда доберется. Место, слава богу, не популярное у туристов, потому что сюда заехать можно только на внедорожнике с понижайкой. Либо самому, либо тут с местными договариваться. Мы заехали. Главное, чтобы погода была не сырой, потому что очень крутые подъемы. У нас, наверное, горная болезнь, раз мы сюда добрались. Интересно, кто-нибудь, кто меня будет смотреть, подымался сюда на своей машине? Есть еще такие сумасшедшие? Самый лучший вид на Сулакский каньон. Вот он. Лететь очень далеко вниз. Очень далеко. И вот здесь, по вот этой вот дорожке, вот так туда-туда вниз, мы поднимались. Выглядит на видео как бы не страшно. Но на самом деле очень страшно. Я вот не обратил внимания. У меня навигатор показывает 1911 метров, а табличка вот 2004 или 2009. Еще спуститься надо. Спуститься и пару там. Один там очень крутой подъем. Не знаю. Главное, чтобы дождь не пошел.
этих лугах ощущается настоящий дух Кавказа. Пик Гагарина нам очень понравился. Однозначно рекомендуем. Дальнейший путь лежал через 4-километровый тоннель к Карадахской теснине. На выходе из тоннеля нас ожидал сюрприз – затяжной спуск. Усугубило ситуацию то, что мы уперлись в самосвал, и наша скорость движения не давала остыть тормозам. И результат не заставил себя долго ждать. Остыли и помчались дальше. Рядом с тесниной изначально мы планировали остановиться на ночевку, но местный кемпинг нам не понравился. Написано не кучковаться, не раскачиваться. И- Падает, падает. Тут еще такие дыры, надо под ноги смотреть. Я иду, блин. Мика, язык на плечо. А тут воды уже нет. Она там то появляется, то исчезает. Ай, вода даже не холодная, Так, смотри, вот поглядим. теплая. Моя семья. Это уже вау. А вы не хотели идти. Как вы там поняли, что здесь такой... Тут прохлада. Класс. Да, смотри, какой камень, да. Вот когда-нибудь упадет. Что, наверх лезем? Карадахская теснина – зачет. Местечко впечатляет, масштабно. Если бы еще воды побольше было. Дороги в горном Дагестане – это отдельная достопримечательность. В принципе, день можно никуда конкретно не ехать, а просто гонять по горным серпантинам.
Вне зависимости, с покрытием дорога или без, за каждым поворотом вас ждет сюрприз в виде неимоверной красоты видов, грузовика на встречке или стада священных животных, коров. Их тут действительно много. Могут просто лежать на дороге и ничем их не сдвинуть. В нашем рейтинге дороги, пожалуй, это самая интересная и главная достопримечательность. И если вы путешествуете не на автомобиле, поверьте, вы теряете очень многое. Проезжать села тоже удовольствие. Совсем другой мир. А движемся мы к месту нашей ночевки, городу Гунип. Тогда мы еще не знали, что это место станет нашим базовым лагерем на следующие 3 дня. Мы любим пророка, люблю Аллаха. Такие надписи здесь, везде, взамен привычных. Например, я люблю Могилев. Кемпинг наш расположился прямо напротив городка Гунип. Ориентируйтесь на кафе Гамсутель. С трассы хорошо оно заметно. Стоимость 1000 рублей с машиной. Есть горячий душ и туалет. С кафе все непросто. Меню привычного нет. Нужно спрашивать, что есть в наличии. Также можно заказать шашлыки. Со спиртным в горных районах все сложно, но если спросить, например, у местных, то покажут и расскажут. Готовьтесь заплатить в разы дороже от обычной цены. Но самый главный бонус, который нас заставил тут остаться на 3 дня, это вид на Гунип.